Привет! Это Макс, твой учитель русского. Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Похоже, что я в России, правда? Тоже зима, снег и все прочее. Но нет, друзья, я нахожусь сейчас в городе Ушуая. Это самый юг Аргентины. Это самый южный город вообще на планете, самый южный город. И здесь, кроме того, что здесь находится самый южный город, здесь находится еще самый южный в мире маяк и самая южная в мире железная дорога. Сегодня я вам хочу ее показать. Сейчас это просто туристическая железная дорога, которая катает туристов или которая возит туристов. И она возит туристов в национальный парк. Однако, эта железная дорога была построена около 100 лет назад, даже уже больше 100 лет назад, для того, чтобы заключенные возили лес и камни из гор в город и строили себе колонию. То есть на самом деле история достаточно такая интересная, и я даже не знаю, как это описать, печальная, в общем, такая грустная история про заключенных. Давайте посмотрим на железную дорогу и на поезд. Вот мы приехали на такси на станцию, которая называется станция, она так и называется, Estación del Tren del Mundo на испанском, то есть станция поезда на краю света. Вот это здание станции. Вот здесь вот у нас уже куплены билеты. Эта станция находится прямо рядом с городом Ушуая, всего в 8 километрах. Сейчас нужно понять, где там вход и где находится сам поезд. И мы поедем на нем, и я вам расскажу немножко про историю этого места. Да. Что там такое? Волк. Там где-то волк. Игрушечный волк, да? Ой. Сабрина нашла здесь где-то игрушечного волка. Здесь в здании станции находится сувенирка. Здесь разные фотографии поезда. Так. Много фотографий. О, смотрите, да, российский флаг здесь. Вот, пожалуйста. Руссия. О, Босния, Румыния, Уэльс, Саудовская Аравия. Как много стран, да? Флагов разных стран. Видите, здесь очень обыгрывается тема заключенных. Здесь даже персонал ходит в одежде для заключенных. Честно говоря, странное ощущение, конечно, от этого всего. Сабрина увидела волка в сувенирной лавке, маленького игрушечного волка. И очень хочет, чтобы мы ей купили этого волка. Но проблемы здесь две. Первая проблема, что мы не хотим покупать ей все, что она хочет. Это безумие. А вторая вторая вещь в том, что мы ей уже купили этого волка в другом магазине, и мы хотим ей завтра его подарить. Но завтра. Сейчас у нас его нет. Поэтому мы не можем купить ей волка, и она бегает, вот такая вот. Окей, значит, здесь у меня есть брошюра. Я оформил билеты, получил билеты. Я уже заранее купил билеты онлайн на этот поезд. Билеты достаточно дорогие, примерно $50 на человека. И это
самые дешевые билеты. И еще мы купили билеты в парк, в национальный парк. Ну, билеты дешевле, но тоже не очень дешевые. Ну, для резидентов, для граждан Аргентины они недорогие, для неграждан они стоят дороже. Вот. Ну, еще какие-то нам дали рекламные листовки, или мы их еще называем флаеры. Ну, обычно листовки просто. Рекламные листовки с какой-то скидкой на что-то. В общем, это нам не нужно. Все, идем на поезд. Так, ну, мы зашли на платформу. Вот они, платформы. И вот они, поезда. Вот они, поезда. И вот нас встречает дядька в форме заключенного, конечно же. Видите? И тут сразу идут... Люди сразу фотографируются. Я не хочу фотографироваться с заключенным. Привет, привет. Так, здесь у нас пассажиры первого класса или какого-то премиум-класса. А вот оно для обычных, как сказать, простых людей. Нет, это вот тоже какой-то необычный явно вагон-ресторан. Вот снова вагон для обычных людей. Ох, где-то здесь... снова вагон премиум-класса. Там баранина. Там баранина и вино. Прикиньте, они едят баранину и пьют вино. А вот локомотив. Это, кстати, паровоз, друзья. Посмотрите, это паровоз. То есть он реально едет с помощью... у него паровой двигатель стоит. Паровой двигатель. Это просто невероятно. Невероятно. Кажется, один из них сделан был в Англии, а, по-моему, другой в Аргентине, если я не ошибаюсь. Очень круто. Ну, мы сели в поезд. Поезд очень такой узкий, вагоны узкие. Но достаточно такой, приятный. Сидишь, все комфортно, все клево. Сейчас мы поедем, остановимся на первой станции. Мы будем останавливаться на разных станциях. И там я расскажу чуть подробнее про историю этого места. Вот и первая остановка. Это наш поезд. Мы проехали всего минут 10 максимум. Максимум 10 минут. И остановились. Честно говоря, мы не слушаем аудиогид. Здесь есть аудиогид на разных языках, в том числе на русском. Но проблема в том, что Юля, моя жена, она занимается Сабриной, и просто нет возможности слушать. Хотя нам даже дали наушники, вот они, 3 пары наушников. А я снимаю видео, поэтому я не могу слушать то, что говорят. Но в целом я прочитал достаточно, мне кажется, про это место. И в целом я более-менее понимаю, что здесь было. Ну и я надеюсь, что сейчас здесь будет еще какая-то информация про это место, конкретно про эту станцию. Сейчас мы поднимемся сюда и посмотрим, что здесь есть. Красивый вид. Вот подъезжает второй поезд. Блин, жаль, что мы не на этом поезде едем. Это реально паровоз. Посмотрите, какой. Наш поезд, скорее всего, дизельный. А вот это прям настоящий паровоз. Какой прикольный.
Просто супер. Смотрите, видите эти пни? Здесь множество пней. Здесь раньше росли деревья, и их рубили заключенные. Или их можно назвать каторжниками. Заключенные или каторжники. С чего все началось? Где-то в 1984-1986 годах, примерно в это время, в маленький город Ушуая начали приезжать первые заключенные. Идея была колонизировать это место силами заключенных. Или заключенные, которые работают где-то, рубят лес или что-то строят, обычно мы их называем каторжниками, да, каторжный труд. То есть люди, которые, заключенные, которые работают, строят что-то, не знаю, добывают камень, строят здания. Это мы их называем каторжниками. В общем, этих заключенных привозили сюда, на огненную землю, в Ушуаю, где они строили себе, по-моему, сначала они жили в деревянных домах, потом началось строительство большой, огромной каменной тюрьмы. Собственно, камень и дерево все добывалось здесь. Дерево для того, чтобы топить печь, чтобы обогревать помещение, тоже добывалось здесь. То есть все ресурсы добывались здесь. И по мере того, как лес здесь вырубали, строительство железной дороги продолжалось дальше. То есть с помощью этой железной дороги заключенные могли приезжать сюда, здесь добывать ресурсы и отвозить их на поезде назад в колонию и строить ее. И колония на самом деле расширялась, да, тюрьма. Тюрьма становилась больше и больше, становилось все больше и больше заключенных. Заключенные обычно были здесь те, которых приговорили к пожизненному заключению. То есть те люди, которые уже никогда не могли выйти на свободу. И поэтому их отправляли сюда, им даже платили какую-то мизерную заработную плату, и они работали здесь. У меня, кстати, было видео про саму каменную тюрьму. Там сейчас музей, и один зал там сохранился в том виде, как он был. Прям реальная тюрьма. Посмотрите это видео. Ссылка вот сейчас здесь появится. Всегда путаю, какой угол. Этот угол или этот угол. По-моему, этот угол. Так что да, вот эти все пни, это все остатки тех деревьев, которые рубили заключенные. И все это продолжалось с 80-х годов до 40-х годов уже 20 века. 80-е 19 века по 40-е 20 века. Но в 1947 году тюрьму закрыли, и все. И в целом поезд больше был не нужен. Потом было землетрясение, часть дороги разрушилась, и только уже ближе к 20 веку эту железную дорогу начали восстанавливать и сделали из нее такую туристическую достопримечательность, которая обыгрывает вот эту тюремную каторжную атмосферу, не знаю. В общем, да, как-то так. А вот здесь видно, как перевозили камень для строительства каменной тюрьмы. Вот использовался вот такой камень, который добывали здесь, в горах. Есть гора Сюзанна, где добывали как раз камень заключенные. А вот дерево, которое тоже использовали и для строительства, и для обогрева. Вот так вот его перевозили. Посмотрите внимательно на эти горы и на этот лес. Видите, этот лес весь молодой.
Весь этот лес молодой. Ему несколько, ну не знаю, несколько десятков лет этому лесу. Потому что он был вырублен, и вот растет новый лес. Но, однако, вот там высоко-высоко, в труднодоступных местах, можно увидеть более старые деревья. Но в основном весь лес в этой долине молодой. И с этой стороны, и с той стороны. Честно говоря, я ненавижу экскурсии, а эта поездка мне немножко напоминает экскурсию, когда ты приезжаешь на автобусе в какое-то место, и вот все туристы выходят, и есть 20 минут, чтобы посмотреть, все начинают фотографироваться, бегают, только фотографируют, и потом садятся и едут дальше. Я вообще такой формат ненавижу. И, наверное, мне бы не слишком понравился этот поезд, если бы я не знал саму историю, ну и если бы, наверное, не были бы такими красивыми эти пейзажи. Пейзаж здесь действительно потрясающий. И я очень давно, несколько лет, уже не видел снега, столько снега. Ну, посмотрите на это. Поэтому... Прикольно, прикольно. Хочу подойти к локомотивам и посмотреть на них повнимательнее. Почему-то мне кажется, что этот сделан в Англии, а этот в Аргентине. Но давайте проверим. Привет, Сабрина! Давайте посмотрим. Так, где-то есть Инг, может быть, Инглатерра? Сейчас посмотрим, как жарко-то здесь, а? Так, год, не понимаю, никаких знаков, где он сделан, нету, не вижу никаких знаков. Кстати, в начале локомотивов не было. И вначале по железной дороге быки тянули грузы. Представляете, быки вместо локомотива. Но потом дорогу реконструировали, и уже появились локомотивы. Ну вот мы и приехали на конечную станцию. Здесь уже вход в национальный парк, куда мы сейчас тоже попробуем зайти. Мне удалось послушать аудиогид, причем там был русский язык, и я узнал несколько интересных фактов, и хочу вам про них рассказать. Я услышал 3 интересных факта. Первое – это то, что не все заключенные были пожизненно осужденными, да? То есть не все они имели пожизненный срок. Многие из них выходили потом на волю. Это уточнение, да, первое уточнение. Второй момент – это то, что заключенным вообще хотелось работать, несмотря на то, что это был каторжный труд, что это была очень тяжелая работа, рубить лес зимой. Посмотрите, температура может быть 0, -5, иногда -10, иногда может быть и ниже. Они заключенные, все равно хотели идти работать, потому что альтернатива – это сидеть в холодной, каменной тюрьме целый день. Вот так вот. Холодная каменная тюрьма. А тюрьма была спроектирована для того, чтобы они не сбежали, чтобы заключенные не сбежали, а не для удобства.
То есть суть в том, что солнечный свет в некоторые камеры вообще не попадал никогда. И реально было холодно. Вот. И третий момент, который меня поразил, это кладбище деревьев. Сейчас есть в долине места, которые называют кладбище деревьев. Это места, где находятся пни разной высоты. Иногда пни невысокие, иногда повыше. Дело в том, что уровень снега был разный. Летом, когда рубили деревья, пень совсем низкий. Если рубили деревья зимой, то пень был повыше, а если зимой было много снега, то пень становился еще выше. И вот по высоте пней можно сейчас понять, в какое время года срубали это дерево. Такие вот интересные факты. В общем, несмотря на то, что мы купили билеты в национальный парк, мы туда не пойдем, потому что Сабрина просто кидается на пол, кричит, орет. И, ну, ходить с ней вот по такому снегу можно минут 5 максимум. Да и вообще она его будет просто есть. То есть это не имеет никакого смысла, к сожалению. Мы, честно говоря, купили билеты в национальный парк, потому что мы думали, что мы должны их купить. Вот. Что поезд въезжает в этот парк, и мы должны купить. Было не очень понятно нам, что они по факту нам не нужны. Поэтому мы не пойдем в парк. Мы посмотрели, там какая-то огромная территория, но сейчас зимой, в холод, с Сабриной, которая в кризисе 2 лет находится, в кризисе 3 лет. В общем, мы решили вернуться назад на поезде. Ну что ж, друзья, наш маршрут закончен. Мы вернулись на поезде. Что могу сказать? У меня не было много времени, чтобы порефлексировать или как-то попробовать поразмышлять над тем опытом, который я только что получил. Но тем не менее, пока я ехал, у меня были довольно странные ощущения, потому что я ехал в комфортном поезде. В поезде было тепло, уютно, мягкие сиденья, все классно. Но в то же время я понимал, что 100 лет назад также ехали заключенные. Но они ехали не в комфортном, теплом поезде, ну, вагоне. Они ехали в холодном вагоне. Искры от локомотива летели на них. Ну, если ветер был как бы встречный, то искры от локомотива летели прямо в них, прожигали им одежду, прожигали кожу. Они пытались укрыться, ежились от холода и ехали целый день работать, рубить деревья, заниматься тяжелым физическим трудом. И это все на фоне вот обыгрывания этой тюремной эстетики, когда гид такой ходит в тюремной форме, веселится. Ну, то есть, нет, классно, что мы сейчас можем повеселиться в тюремной форме, что, ну, что сейчас нет тюрьмы в этом месте, но тюрьма в другом месте, не знаю. В общем, мне не очень, мне не очень понравилась сама идея обыгрывать тюремную эстетику, продавать тюремную форму, гид в тюремной форме. Это для меня выглядело странно. Но в целом вообще весь опыт этот, конечно, классный. Я много узнал нового и увидел потрясающие места. Надеюсь, что вам тоже понравилось, и вы выучили несколько новых интересных слов
и или выражений на русском. До встречи в следующем видео.